Друзья, здравствуйте! К концу года очень хочется собой гордиться, очень хочется все или, по крайней мере, много успеть. И у меня сегодня ответственное гадание, которому я присвоила символичное или символическое имя «Колесо фортуны». Вот эта карта, хотя сама карта может меньше других фигурировать в наших раскладах. А ответственно это гадание, потому что оно не на неделю, не на месяц, на более долгий срок. Это 2,5 месяца, которые остались до конца года. Хотя все зависит от того, когда вы это гадание смотрите. Может быть, для вас уже не 2,5 месяца, а меньше. Вам нужно будет выбрать одну карту из предложенных мною, из вот этой вот прекрасной колоды «Гигантская Кроули». Но прежде я чуть-чуть в двух словах напомню вам о том, что нас ждет там, на небе, какие движения. Ретроградный Меркурий совсем недавно, в конце октября, нас покинул. Мы выдохнули, но он явится в этом году еще снова в самом конце года. 29 декабря у нас будет время еще, наверное, эту тему обсудить. Затмения солнечные 25 октября и лунные 8 ноября придут. Затмение – это всегда игры света. Соответственно, во время затмений либо образуется тайна, либо обнажается. То есть затмения проливают свет на какие-то стороны нашей жизни или на какие-то проблемные вопросы. Ну, а также 30 октября придет к нам ретроградный Марс и принесет переосмысление глобальных жизненных целей и переоценку, наверное, средств, которые мы затрачиваем на их достижение. И да, действительно, гадание у нас будет в 3 вариантах. И вот давайте посмотрим, какие карты я хочу предложить, чтобы вы рассмотрели. Во-первых, да, колесо фортуны. Колесо фортуны стоит, ну, как основную карту расклада, стоит выбрать тем, кто действительно хочет перемен, и это карта фаталистов. Карта эта подходит вам только если вы готовы за данный период вот положиться на судьбу. Ах, можете махнуть рукой и сказать: ах, ну, будь что будет. Колесо фортуны подходит тем, кто хочет перемен, вот у кого сердце, душа жаждет перемен, но кто сам пока не знает, что это за перемена, не знает, куда свернуть. То есть колесо фортуны – это вот такой, ну, безусловный сюрприз, это определенная игра в рулетку с высшими силами. Вот если вы можете так сказать, что хочу, чтобы меня судьба наградила, куда-то вывезла, например, ну, не знаю куда, вот не могу определиться и стесняюсь выбирать, то колесо фортуны это будет, пожалуй, что для вас. То есть для любителей сюрпризов колесо фортуны, для любителей сюрпризов и для людей, которые высшим силам верят и знают, что перемены внеплановые – это всегда хорошо, потому что это ангелы постарались. Дальше нам нужно выбрать карту, наверное, совершенно для других героев, а у нас ведь такие тоже есть, и это пусть это будет карта императора. Напротив, если вы как раз очень четко знаете, чего хотите, у вас есть жесткий план в ежедневнике, до конца года вам нужно сделать, там, не знаю, купить квартиру, поменять машину, выйти на новую должность, начать какой-то собственный бизнес-проект. В общем, если у вас четкие планы и какие-то собственные принципы и правила, которым вы хотите следовать, то выбирайте себе карту император как основную карту расклада. Это у нас будет 2-й вариант. Я думаю, сюда, ко 2-му варианту, могут еще присоединиться люди, у которых вопросы связаны с карьерой и с законами. С законами. То есть, ну, с какими-то правилами, потому что император – это именно карта о правилах. В общем, если у вас вот такие вот проблемы жизненные и жизненные задачи сейчас такие взрослые, серьезные, и вам нужно решить, ставить ли свою подпись где-то, на каком-то, под каким-то документом, например,
то вам подойдет карта Император. А, кстати, про колесо фортуны еще скажу, что это карта дорог. Вот если душа томится у вас в ожидании какой-то дороги, и непонятно, состоится она или нет, нужна она вам или нет, то тоже выберите карту колесо фортуны. И нам нужна еще третья карта. Как думаете, для кого? Ну, конечно же, для тех, кто про любовь. Для тех, кто про чувства, про эмоции хочет задавать вопросы. То есть если ваши вопросы связаны с, например, новым знакомством романтическим или с рождением детей, с какими-то радостями и приобретениями в семье, если вам нужно с кем-то помириться, если вы ждете возвращения какого-то человека в вашу жизнь, человека ушедшего почему-то, ну, не до конца, то я предлагаю для вас вот эту вот карту. Это туз кубков, самая главная карта про любовь в колоде Таро. И, наверное, здесь, ну, я предполагаю, я не знаю, какие карты выпадут для вас, но, наверное, здесь в основном карты будут говорить именно про чувства, слова, связанные с чувствами, а также про разные подарки судьбы. Кстати, туз кубков – это еще и, да, можете сюда присоединить ваши мечты о подарках судьбы. Карта так и называется – подарок. Но есть подарок, который вы уже предполагаете, например, там, приход истинной, настоящей или первой любви. Это, безусловно, подарок. Но подарки могут быть и такие, о которых вы не успели еще помечтать, о которых вы еще не успели попросить высшие силы. То есть карта, в общем, тоже достаточно сюрпризная, однако здесь мы будем рассматривать более подарки такого нематериального плана. Ну, наверное. Тоже, опять же, не знаю, какие карты выпадут. Итак, заново, еще раз. Тройка. Вот такая у нас колесо фортуны. Это удача и везение и дороги. Карта Император, карьера и карьера, законы и покровительство. Может быть, учеба тоже. И туз кубков, любовь во всех ее проявлениях. Если вы выбрали колесо фортуны главной картой расклада сегодня, это значит, что вы веселый и жизнерадостный человек, ну или просто устали выбирать. И считаете, что для вас пришло время положиться на судьбу. А я буду задавать картам про вопросы, про очень понятные вещи, про то, что есть или должно быть у всех. Про деньги – это раз, про любовь – это два, и про семью – это три. Настройтесь на лучшее, настройтесь получить пророчество о судьбе, задавайте картам ваши вопросы, колесо фортуны крутится для вас и несет вам все хорошее до конца года. Итак, ваши деньги. Что будет с вашими доходами, расходами, с вашими, может быть, долговыми обязательствами или инвестициями, крупными покупками? Денежный прогноз. Приготовьтесь. Готовы? Я готова. Раз, два, три. Три карты расскажут вам про ваши деньги. Карты выразительные, в общем-то, и карты неплохие. Центральная тройка пентаклей – это карта работы. Поэтому вот хотите вы того или нет, здесь какая-то прослеживается прямая связь между вашей работой, буквально должностью, профессией, должностными обязанностями и вашими заработками. Кому-то это совет найти работу, да, хочешь денег – работай. Кому-то это совет обратить внимание на работу действующую, какую-то текущую. И еще тройка пентаклей заверяет
что работа будет. Это актуально для тех, у кого сдельная оплата труда, кто, например, получает проценты от сделок, или у кого клиентоориентированный бизнес. Если есть такой вопрос, то есть удастся ли поработать, чтобы заработать. Вот как раз карты говорят об этом. Тройка пентаклей, карта в продолжении, то есть продолжается что-то, что застоялось, продолжается какой-то ваш денежный проект, который был, ну, например, заморожен или отложен летом. Лето вообще застойное для денег время. Очень-очень многим тройка пентаклей обещает вот новую работу, возможность найти новую работу и, соответственно, найти новый источник дохода. Но сразу скажу, что каких-то сильно крупных денежных карт здесь нет. То есть карты вряд ли говорят, что вы, скажем, на порядок разбогатеете в это время, но очень-очень многое будет в ваших руках. То есть это вот момент вашего делания. Тройка пентаклей обозначает буквально такое словосочетание «делать деньги». Посмотрите, почувствуйте, как, где вы можете их делать, чем, каким занятием, каким ремеслом. Практически нет каких-то крупных фигурных карт, поэтому я думаю, что это хорошая новость. Это значит, что ваши доходы, вообще ваши финансы будут мало зависеть от выбора, от решений или от авторитетности каких-то других людей. То есть никто особо над вашим кошельком тут не издевается и не властвует, скорее только вы сами, и это прекрасно. Карта Луна считается в гаданиях на деньги не очень хорошей, потому что она описывает несколько растерянные ситуации, знаете, такие тайные, непонятные. Сочетание с тройкой пентаклей — это тайные доходы часто, скорее нет, тайные занятия, которые приносят несколько тайные деньги. Иногда это хорошо, иногда, но чаще, наверное, плохо. То есть в вашей жизни образуется или присутствует сейчас и подлежит раскрытию, подлежит какому-то толкованию крупная тайна, крупная неизвестность, связанная с деньгами. Хуже, если тройка пентаклей, карта Луна, ну да, с тройкой пентаклей, описывает ваше настроение, ваше состояние. Когда вы, знаете, по Луне это иллюзия, это растерянность, это неготовность реалистично смотреть на вещи, это желание как-то отмахнуться от насущных денежных дел и поверить в то, чего нет, наверное, на самом деле. То есть карта Луна вас от такой позиции как бы предостерегает. Она говорит, что да, действительно про свои деньги, нынешние и будущие, вы многого не знаете. Но это незнание может иметь любое происхождение. То есть, может быть, начальство в компании от вас скрывает, например, прибыльность бизнеса или свои планы урезать или увеличить вашу зарплату. Может быть, Луна, кстати, может быть связана с кредитными какими-то обязательствами, и это ваша растерянность на тему, удастся ли ту самую злополучную ипотеку все-таки спокойно платить или нет. И, ну, конечно, вот с этой неясностью финансовой нужно разбираться, и, скорее всего, получится. То есть, предположим, пошагово, что вот здесь на уровне первой карты вы растеряны и не знаете буквально, как сложится ваша денежная жизнь. На уровне второй приходит тройка пентаклей, появляется какое-то занятие, которое приносит доход, пусть даже небольшой, но достаточный. Ну, а далее вообще все хорошо, потому что здесь появляется паж жезлов. В этой колоде карта по-другому называется, но я привычными такими буду определениями здесь оперировать. Паж жезлов — это свежая и очень-очень увлекательная новость. То есть буквально вот эта пара карт говорит, что вас ждет новое и очень-очень вдохновляющее занятие. Конечно, такое, которое приносит доходы. Выход на новую работу очень подходит, но здесь может случиться какой-то новый индивидуальный проект, бизнес-проект, может быть, творческий проект, ну, опять-таки, коммерчески ориентированный. Кроме того, паж жезлов — это, безусловно, новый человек, который зовет вас куда-то, влечет, приглашает на работу. Это в меньшей степени работодатель, скорее это, например, новость от вашей подруги или какой-то
допустим, не самой близкой родственницы, о том, что, ну, там, какие-то знакомые открывают бизнес, набирают штат людей и так далее. То есть в целом вот здесь присутствует в ваших деньгах идея обновления, и нет особых трудностей, и нет особых конфликтов. И я считаю, что это большой-большой плюс, потому что мы же по традиции оцениваем не только карты, которые выпали, но и смотрим карты, которых нет. То есть вас не ждут денежные кризисы и не ждут, ну, слишком большие споры на эту тему или конкуренции с этим связаны. Это была тема денег, а теперь про любовь. Тоже загадайте, подумайте, о чем вы мечтаете, встретить ли нового человека, или, может быть, чтобы вернулся ваш бывший, как это часто бывает. Итак, любовь для вас, любителей колеса фортуны. 1, 2, 3. Я раскладываю именно в таком порядке карты, и могу их трактовать в таком порядке или последовательно. Не обращайте на это внимания. Здесь все зависит от того, как карты сочетаются, какие они дают толкования именно в парах и в тройке. Центральная карта для вас — 8 жезлов. И кому-то она, вот здесь, наверное, нам придется разделить тоже аудиторию на несколько групп, потому что, с одной стороны, 8 жезлов — это карта безусловного везения. Да, она говорит, а вот вам повезет в любви. Но повезти может по-разному. Иногда и расставание, и прекращение любовной истории — это ведь тоже везение. Ух, слава Богу, как груз с плеч какой-то, да? Вот, и становится легче. Но чаще, то есть, наверное, для части аудитории 8 жезлов очень-очень уверенно обещает вот то самое новое знакомство, такое яркое, срочное, когда отношения, любовь вспыхивает и отношения развиваются очень быстро. Но для большинства 8 жезлов это скорее такой вот совет ловить удачу, то есть находиться, ну, в определенном настрое и в определенной готовности искать любовь, находить любовь, поправлять отношения с любимым человеком, замечать перемены настроения у вашего партнера. То есть карта-то, в общем, хоть и везучая, но очень-очень беспокойная. А еще она говорит про разные очень срочные вещи и неожиданные. Карта времени. И она говорит о том, что вот срочные ситуации, скорее ситуации в любви у вас идут, требующие срочного решения. Это неожиданные слова, неожиданные встречи. Знаете, когда нужно такое свидание у вас может случиться с каким-то человеком, с которым вы меньше всего его ждете. Вдруг звонок среди ночи, допустим, как снег на голову, и вы тоже должны правильно, как-то срочно, ну и довольно с каким-то риском, может быть, с какой-то безуминкой на эту всю историю отреагировать. То есть, видите, здесь в колоде Кроули молнии, вместо жезлов молнии. Что такое молнии? Это срочное сообщение, известие, предложение. Это такая молния, это срочная телеграмма. Помните, раньше так это называлось? И, ну, по крайней мере, срочные, неожиданные вещи этот набор карт обещает всем. Просто для кого-то это будет супервезение, суперсчастье, а для кого-то только повод очень поторопиться, очень быстро сориентироваться, включиться, может быть, в какую-то историю и так далее. Но интересно, что по бокам у нас здесь выпадают две не крупные, но все-таки это карта масти мечей. В данном случае 3 печали, 5 ссоры или ревность. Ну, ссоры на почве ревности. Хотя на самом деле по 5 мечей случаются сцены ревности, которые закрывают, прикрывают собой как шторочкой скорее нечто другое. Это может быть зависть одного партнера к другому. Это может быть просто дурной характер или накопившаяся несовместимость характеров. А 3 мечей говорит о том, что в любовную историю, даже в любовную историю загаданного периода, даже, например, самую новую, вы понесете старые печали.
Как это выглядит на практике? Продолжается роман, безусловно, продолжаются или воскресают, например, восстанавливаются ваши отношения с человеком, которого вы уже не чаяли увидеть, потому что вот он внезапно объявился. Однако то, что вас развело прежде, и то, что спровоцировало для вас разлуку, никуда не делось. И ваш герой, хоть и возвращается, и это радостно и приятно, однако он какой-то неосознавший, ведет себя так же, допустим, невнимательно, как и прежде, чем вас по-прежнему расстраивает. И здесь для вас два варианта, два выхода. Я думаю, первый – это что-то поправить в себе, то есть научить себя по-другому относиться к изъянцам вашего избранника. Ну, либо пытаться менять другого человека, но это шутка, это бессмысленно всегда. И даже новые отношения совершенно с новым человеком могут у вас вызывать вот какие-то прежние, давно пережитые негативные эмоции. Ну и пятерка мечей – это, конечно, карта ссор. Пустые претензии, надуманные совершенно, и какая-то абсолютно безосновательная критика от одного к другому. Вот по пятерке мечей, я считаю, мы видим здесь два любящих сердца, но они обмениваются худшим, что у них есть. То есть, когда встречаются два человека и составляют романтическую пару, они могут когда-то лучшей стороной поворачиваться друг к другу, а иногда поворачиваются худшей. И тогда получается вот такая вот очень-очень ссорная история. Но будьте осторожны, да? Все вот эти карты, конечно, предупреждают. Это карты предупреждения, они говорят о том, что в любви даже на ровном месте, если у вас сейчас все идеально хорошо, идеально, вот оно, пожалуйста, что-то, какие-то замалчиваемые, может быть, старые проблемы неожиданно вскрываются, и вы ссоритесь. Ходите немножко по краю, немножко по лезвию. Для нового знакомства рекомендации такие же. Это может быть великое счастье и очень подходящий человек для вас, но и конфликтность тоже очень близко. Знаете, некоторые люди умудряются поссориться буквально на третий день после знакомства. И иногда даже в переписке после знакомства в интернете. Ну вот так вот. Карта предупреждает. И теперь ваш дом и семья, тоже три карты я достаю для вас. Раз, два, три. Ох, как дома-то все у вас хорошо. На самом деле дома все по-крупному. То есть, наверное, в этом периоде основные ставки карты советуют вам делать вот на две вещи. Во-первых, на ваш дом. Действительно, больше думайте о доме, занимайтесь домом, не знаю, переезжайте, продавайте, покупайте квартиры, тратьте деньги на новую мебель. А второе – это, видите, какая концентрация идет мужских энергий. Мужчина в доме. Смотрите на сам дом и на мужчину в доме. Первая новость для многих. В доме заведется или появится мужчина, если сейчас его нет. Причем он входит сюда так скоро и дерзко, и настолько он не скрывает своих чувств, и настолько он, с одной стороны, хочет командовать, а с другой берет на себя ответственность. Ах, это то, о чем, мне кажется, многие девочки всех возрастов мечтают. Туз Пентаклей буквально обещает новую жизнь, а новую жизнь легче всего начать. Ну, кто часто переезжает, вы же знаете, новая жизнь начинается легче всего в новом доме. Поэтому для вас новый дом карты припасли. Ангелы, высшие силы. Это может быть и покупка квартиры, и просто переезд, и нанятый дом, в конце концов. Скорее всего, дом-то хороший, дом дорогой. Начало новой жизни. Часто туз Пентаклей – это образование новой семьи. Ну, тут уже все идет в комплекте. Это и брак, свадьба. Опять же, то же самое новоселье, как это принято обычно, селить молодых, да, в новую избу, свежую, срубленную какую-то. Образование семьи, воссоединение семьи, может быть. Вообще туз Пентаклей – самая счастливая карта в колоде, и ее, знаете, влияние не остается незамеченным. То есть тут высшие силы вот благоволят для вас к вашим семейным делам. Кстати, эта же карта может обещать и выздоровление, какой-то
тоже масштабное выздоровление кого-то из ваших близких или ваше собственное. И что за мужчина, что за персонаж такой мужской, так дерзко врывается в вашу семейную жизнь? Если мужчина уже есть, и вы знаете, о ком здесь идет речь, то вам придется обратить на него внимание. Он, этот ваш мужчина в доме, в своем или в вашем, надеюсь, он у вас общий, вдруг окажется необыкновенно нежным и станет вас осыпать подарками, признаниями в любви. Ну и вообще вырастет его роль, вырастет его авторитет в семье. Давайте будем смотреть правде в глаза. Авторитет мужчины в семье вырастает тогда, когда он, например, получает новую должность и больше зарабатывает. Потому что здесь же выпадает император, то есть это человек, на чьи деньги все вокруг живут. Такой покровительствующий какой-то мужчина. Этот мужчина может быть и не слишком близким к вам. Это может быть просто такое очень доброе, отчасти романтическое покровительство для вас в делах, даже в спорах, связанных с домом, с недвижимостью, с вашей квартирой, вообще с какими-то семейными, жилищными делами. То есть обращайте внимание, если действительно есть проблемы, связанные с домом, жильем, то обращайте внимание вот именно на щедрого мужчину, которому вы очевидно нравитесь, и посредством которого, ну, с помощью которого вы, собственно, это все и проблемы разрешаете. А вообще здесь император, король кубков и туз пентаклей – это какой-то прообраз щедрого отца, который к Новому году вам покупает квартирку. Ну, что тоже, безусловно, очень-очень хорошо. Вот такое гадание до конца года. Вы, любители приключений, великие фаталисты, получаете. Спасибо. Если вы выбрали центральной карты расклада карту Император, мы уже все про вас поняли. Мы поняли, что вас интересует карьера и разный такой вот социальный рост. Но вот ведь не задача. Как раз-таки про работу я спрашивать карты и не буду. Мы постараемся выводы про нее сделать, ну, какие-то опосредованные. Например, через деньги. Первое предсказание, первые 3 карты про вашу денежную финансовую жизнь. А там уже решайте, связывайте это со своей карьерой, с работой, с бизнесом сами. Я прошу вас настроиться на гадание, настроиться на лучшее и задавать картам свои собственные, личные, очень близкие вопросы. Тогда гадание будет более полезным. Итак, ваши деньги. Что вас ждет в финансовом, в денежном смысле, безусловно? Какие крупные карты? Ого, ого. Ну, знаете, мне кажется, больше даже можно не гадать дальше, про все другое не спрашивать, потому что, ну, если хорошо с деньгами, то хорошо же совсем, правда? У меня нет слов. Вот эта троица, ну, да, можно сказать, не подлежит интерпретации даже, потому что я задыхаюсь от восторга. Очень окончание года вас ждет денежное. Во-первых, карта влюбленные, первая, которую я вытащила. Карта эта обещает вам 2 вещи. Первое – это чей-то, не обязательно ваш, крупный выбор, связанный, однако, с вашими деньгами. То есть деньги обязательно ваши, кошелек ваш, ваша собственность, всякие дорогие вещи, которые вам принадлежат. А выбор отчасти ваш, отчасти это выбор другого человека. Карта влюбленные наисчастливейшая, потому что она говорит, она описывает выбор свободный. То есть выбор, который вы делаете с удовольствием, и это ни в коем случае не выбор из 2 зол, ни в коем случае. Там для того случая есть карта дьявола. Влюбленные, например, это выбор источника дохода. Например, вы выбираете работу, или, и причем из хороших вариантов. Например, есть 2 хороших варианта с отличной зарплатой в обоих случаях, и вы рады выбирать, и вы не мучитесь этим выбором, потому что понимаете, что в обоих случаях вам будет очень-очень хорошо, и вы окажетесь в больших прибылях и в большом выигрыше. Это может быть выбор, связанный с бизнесом. И тоже он какой-то, знаете, такой благодатный.
то есть направление в бизнесе, или открываете новый, и то хорошо, и это, и вы рады выбирать. А второе, что обещает карта влюбленные, это наличие какой-то пары, какого-то парного союза в заданной теме. А тема заданная у нас деньги, как вы поняли. То есть вот представьте, это ваше объединение с кем-то, объединение умов, трудов, усилий, времени с каким-то человеком. Это может быть открытие совместного бизнеса или какой-то парный выход на новую работу. А может быть очень-очень эффективное партнерство на работе. То есть у вас появляется, например, напарник, да, напарник, с которым вы работаете совсем на другом уровне. И вместе очень хорошо зарабатываете. Вы знаете, я всегда приветствую именно такие ситуации. Вообще идет какая-то отсылка к коллективу. Да? Здесь мы видим слово «пара», а здесь мы видим десятку пентаклей. И это деньги для вас, это хорошие заработки, возможность копить деньги, очень выгодно что-то покупать, вкладывать, инвестировать. Но это чаще деньги именно коллективные. Вы счастливы, потому что хорошо зарабатываете, но рядом видите счастливых коллег и счастливое начальство, потому что зарабатывает хорошо вся компания, может быть и целая отрасль. То есть, знаете, здесь какое-то вот такое вот довольство и торжество для многих людей. Часто эти коллективные деньги – семейные деньги. И десятка пентаклей – это наследство. То есть вам грозит, ну, буквально наследство или какой-то крупный, дорогой подарок, вплоть до земельного участка на Рублево-Успенском шоссе от родственников. Прекрасно, да? То есть наследство или дарение какое-то. Вот. И здесь есть карта «Справедливость», которая, я думаю, в таком наборе всего лишь привлекает ваше внимание к документам, каким-то правовым юридическим вопросам. Она говорит, что вам приваливает великое денежное счастье, но от вас потребуется и очень серьезно, по-взрослому, ответственно к этому отнестись. Вам придется где-то расписываться в каких-то документах, где будут вписаны определенные суммы. Документов таких великое множество. Это и закладная, например, если вы ипотеку какую-то выгодную возьмете, тогда десятка пентаклей, это будет для вас дом. Это и может быть подписание трудового договора, да, где тоже зарплата ваша прописана и так далее и тому подобное. Ну как, хотите вы про что-то еще в этой жизни узнавать, или такого роскошного денежного прогноза вам уже достаточно? Я бы не гадала дальше, но раз уж мы договорились, спросим про любовь. Что вас ждет в любви? Тоже 3 карты. Но неужели и в деньгах вот вам повезет, и в любви? Такое бывает, но немножко реже. На любовь не такой гладенький прогноз, однако тоже очень-очень хороший. Во-первых, есть король кубков. Здесь в колоде Кроули фигурные арканы называются немножко по-другому, но я более традиционно для вас говорю. Король кубков, любящий мужчина, любящий человек. И, конечно, это портрет романтического героя, нового для многих, которого вы встретите в это время, в конце года. Поэтому, если вы одиноки и ждете нового романтического знакомства, то, конечно же, это прекрасно. Вот такой романтический мужчина, если мы привяжемся к масти, то это будет вода, то есть это будет мужчина, рак, скорпион или рыба. Ох, они бывают очень романтичными и обаятельными, знаете, такими обволакивающими и покоряющими. Это роман, влюбленность определенного человека в вас. Если вы давно определились с партнером, вы, например, замужем или у вас есть постоянный жених, то ждите от него признаний каких-то и какой-то такой вопиющей романтики. Что для вас романтика? Для кого-то это цветы, а для кого-то бриллианты, а кому-то стихи больше нравятся. Но в любом случае рядом с вами мужчина, и мужчина этот не скрывает своих чувств. Однако, видите, что получается? Рядом-то выпадает 5 мечей.
Мечи и кубки – это суть одна и та же эмоциональная энергия, но только развернутая к вам двумя сторонами своими. И вы знаете, да, что именно с самым романтичным мужчиной легче, чем с другим. Можно поругаться, потому что вот такой вот романтичный мужчина, романтический герой, более ревнивый, он больше обращает внимание на эмоции, он больше требует внимания. И, естественно, он чаще может вас критиковать и выставлять вам какие-то безосновательные претензии. Пятерка мечей предупреждает очень многих здесь, вопрошающих, что в любви возможны ссоры, бессмысленные и беспощадные, ссоры на ровном месте. Знаете, пятерка мечей имеет непосредственное отношение к магии, не обязательно черной. Иногда наша жизнь полна случайной магии. А поэтому, возможно, интервенция, возможно, вмешательство. Видите, скандал, карта подписана, да? То есть, возможно, вмешательство очень неприятное, вероломное в ваш союз со стороны третьих лиц. Как этого избежать? С партнером не ссорьтесь по пустякам, а если видите, что есть недоброжелатели, которые хотят вас рассорить, то на всякий случай никому ничего про свои чувства или про свои отношения, тем более новые, просто не рассказывайте. И самое интересное здесь восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов везучая и такая внезапная карта. Она буквально обещает удивительное, скорое и какое-то, ну вот такое чудесное волшебное везение. И многим обещает в конце года удивительную встречу. Встречу любви, встреча с любовью, естественно. То есть, когда мы в каком-то романе читаем или смотрим в каком-то фильме, как мужчина и женщина, до этого незнакомые, совершенно случайно сталкиваются на улице, и с первого взгляда между ними вспыхивает страсть, то это работа восьмерки жезлов. Поэтому будьте готовы к самым внезапным неожиданностям, к самым потрясающим разворотам судьбы в плане любви. Если вы находитесь в паре, то набор любых неожиданностей карта вам тоже гарантирует. И третья тема для вас – это ваш дом и семья. Семейные дела. Семейные дела. Семейные дела изобилуют эмоциями. Хорошо это или плохо, но, наверное, все зависит от того, чего вы ждете и что вы планируете. Это гадание на ваш дом и семью. Эмоции, еще раз эмоции. С одной стороны, хорошо. Здесь есть рыцарь кубков, который говорит, что дома будет любовь. Причем, знаете, какая-то внезапно возникшая или очень гипертрофированная, обостренная. То есть дом полный любви. Появление рыцарей подвижные карты, и они всегда описывают терминальную стадию или максимально движущуюся какую-то ситуацию. То есть это не просто такая тихая, мирная семейная идиллия, которая давно уже у вас есть. Нет. А рыцарь кубков – это любовь, которая вот тоже появляется, врывается как-то в ваш дом. Приедет какой-то человек, безусловно, любящий или любимый, или появится у вас по месту жительства тоже любящий или любимый человек, тем более мы видели, в принципе, его в предсказании на любовь. То есть можно так сказать, что в вашем доме эта самая любовь новая, романтическая, поселится, представьте. Ну а рядом девятка кубков. Здесь она подписана «Счастье». И это тоже карта про любовь. Это такая понятная, отчасти очень физическая и проявленная любовь между мужчиной и женщиной. То есть, ну это вот такое семейное счастье. Это семейные вечера с признаниями, свиданиями, объяснениями. Прекрасное время, когда вы действительно понимаете, зачем он нужен вообще ваш дом, да? Зачем нужна семья, если в ней нет любви. Однако, видите, рядом все-таки девятка
мечей, карта истерика или слезы, страх она описывает. А это значит, что, может быть, вот это вот счастье покажется для вас слишком хрупким. И происходящее немножко вас напугает. Вам придется объять много любви, принять ее дома, но придется и сильно испугаться за то, что она уйдет, например, за то, что, может быть, не сбудется то, что вы успели загадать. Если речь для вас не идет и не может идти про романтическую любовь, то эти карты могут описывать приезд родственника какого-то к вам домой, приезд родственника, который вас очень радует, и вы очень-очень счастливы. Но вы почему-то за этого родственника сильно переживаете. Или сильно переживаете за его судьбу, или за судьбу ваших отношений с ним. Девятка мечей, не случайно ее называют напрасные страхи. Она как раз спешит к вам с советом. Не бойтесь слишком сильно, не оплакивайте наперед то, чего еще не потеряли. Вот такое предсказание дают вам карты на это чудесное волшебное время в конце года. А я желаю вам удачи, спасибо. Если вы выбрали центральной карты расклада сегодня туз кубков, то мы поняли, что ваши основные надежды на это волшебное время до конца года связаны с любовью, с какими-то романтическими чувствами. Возможно, вы ждете прихода любви и новой какой-то романтической встречи. Мы обязательно, конечно же, на любовь вам погадаем. Выбор карты хороший, мы поддерживаем, я поддерживаю. Но сначала давайте про деньги поговорим, потому что к Новому году денег нужно много, правда? Потому что там подарки, потому что там расходы на столы. Итак, ваша финансовая денежная жизнь в это время. Ох, сразу, видите, сходу денежную карту, серьезную денежную карту для вас достала. Вы не ошиблись. Ну, вы просите любовь, а Вселенная вам деньги подсовывает. Ну, вы все равно же не обидитесь, правда, да? Четверка пентаклей выпадает. Вам действительно такая, могу сказать, не сильно крупная, но все-таки уверенная денежная карта. То есть вот на уровне четверок приходит же в чем-то уверенность, стабильность. Иногда, да, застой, затор и определенная инертность. Но вот четверка пентаклей в прогнозах на деньги обозначает, собственно, сами деньги. Это вот представьте, такая какая-то денежная сумма в виде нулей просто на счете или буквально наличными котлетами сложенные у вас. Это деньги, которые оказываются у вас в руках. И вы их получаете как выручка, может быть, от бизнеса. Это может быть вырученные деньги от продажи чего-то. Это может быть крупная премия или несколько премий, которые вы догадались не потратить, а скопить во что-то по-настоящему стоящее. Скопить и вложить. Вот это вот два глагола, которые соответствуют этой карте. Накопить и вложить. То есть у вас будет возможность как-то очень выгодно, правильно пристроить капитал. То, что вы, может быть, весь год копили, а к концу года решили это как-то использовать для какой-то крупной покупки. И карта успокаивает, она, естественно, говорит, деньги были, деньги есть, деньги будут. Советом таким спешит, конечно, не растрачиваться, не размениваться на мелочи. Карта эта очень спокойная, и она благоволит спокойным денежным делам, знаете, таким очень практичным, очень продуманным. Она говорит, что лучше, например, потратиться на что-то одно сильно дорогое, пусть даже вылезти из кожи вон, поскрести со всех сусеков, нежели расточать деньги бессмысленно на какой-то там, скажем, ненужный шопинг. И еще четверка пентаклей, если вы присмотритесь, она вот здесь вот в колоде Кроули, это крепость. То есть это крепость, на которую мы смотрим сверху. Вот видите, вот это башни, 4 штуки, вот это стены крепости, вот это вот ров водой заполненный, а это дорога и ворота, въезд в крепость. А это значит, что речь идет о каком-то строении, о каком-то доме. Вот представьте,
включите воображение. Ваши деньги, ваши денежные дела накрепко связаны в это время с определенным домом, строением и помещением. То есть это может быть просто покупка дома, строения, помещения, правда же? Покупка дома, покупка офиса, покупка какой-то торговой, может быть, производственной площади. А также это может быть дом, здание вашей новой работы, куда вы устраиваетесь для того, чтобы много зарабатывать. Можете прямо вот сейчас, когда смотрите это гадание, задуматься, что это за дом, что это за здание. Для кого-то это может быть здание районного суда, а сумма – это деньги, которые вы отсудите благополучно у должника какого-то. То есть вам придется вот ходить в какой-то дом, входить в какой-то дом и думать параллельно о деньгах и вот о каком-то доме и строении. Рядом два старших аркана. Нулевой аркан, карта Шут, это начало всего, самого, может быть, рискованного, самого неизведанного. То есть это старт какого-то в данном случае для вас денежного проекта. Для многих это начало новой работы, естественно, да, потому что работа или бизнес – это же всегда все-таки денежный проект, правда? На работу уже с другими задачами никто не ходит. То есть вы здесь выходите на работу, сразу у вас оказываются в руках какие-то приличные деньги, и опять же, начинаете бизнес, возможно, с переездом, ведь карта Шут часто очень, здесь вот видите, какие-то круглые символы, она связана с дорогами, это может быть дорога за деньгами, понимаете, причем за приличными деньгами. Тот случай, когда вы едете, переезжаете в другой город, например, или в другую работу, в другую страну даже, на работу, то есть дорога за деньгами, дорога географическая или в каком-то метафизическом смысле. Да? То есть, и, кстати, дом строения, вы будете ходить за деньгами в другое место, карты говорят, представляете? То есть у вас обновится, как источник доходов, хотя не обязательно источник, в другой дом вы будете ходить за деньгами. В другом месте деньги получите, в новом, можно сказать, да, вот так вот вместе. Интересно, что здесь есть еще и карта Отшельник, и она дополняет прогноз тем, что вот таким вот немножко философским утверждением. Это будет ваш путь, вот представьте. То есть это не просто новый дом, куда вы идете, не новая страна, куда вы ходите за деньгами, или новая профессия, кстати, да, куда вы ходите за деньгами, потому что начало новой профессии здесь тоже может быть, или учебы новой принципиально. Это бывает в жизни, это всегда хорошо, но не просто так. Отшельник, то есть это то, о чем вы много думали, чему вы, может быть, учились, чему вы посвящали бессонные ночи. И то есть это ваш путь. Вот вся в целом денежная затея, вот эти прибыли, эти покупки, это все очень надолго и серьезно в вашей жизни. То есть у вас не просто приходят денежные суммы в этот период, а у вас стартует долгосрочный, может быть, на несколько лет, а может и на десятилетие даже, денежный проект. Очень уверенный и очень выгодный. Вам нужно быть рискованными, эта карта Шут вам советует, при этом жадными и практичными. Как вы это совместите? У многих это получается. А потом мы про этих людей в списках Forbes читаем. Вот. И при этом вам нужно с очень-очень чистой душой, с очень благими намерениями это начинать. И настраиваться на долгий проект, долгосрочный. То есть не торопиться, не торопиться вот сорвать какой-то срочный маленький куш, а более смотреть на долгосрочное инвестирование. Это прекрасный прогноз. Далее любовь. Это вот то, что вам должен притянуть туз кубков, который вам так понравился. Так, про любовь мы спрашиваем, и карты выпадают, в общем, тоже про любовь. Давайте начнем со старшего аркана. Карта влюбленная. Само название говорит за себя. Понятно, что
Здесь изображена пара, ангелы, как будто бы этот союз благословляют, ангелы внизу, ангелы наверху, со всех, в общем, сторон. То есть, естественно, карта влюбленная описывает очень-очень многим из вас приход настоящей любви, нахождение настоящей пары. Ура! Потому что, ну, это старший аркан, то есть это союз такой благословленный, что ли, небом, да. Это любовь, которую нельзя обойти. Хотите вы или нет, но вам не отвертеться. Это либо новая встреча, которая вот с неизбежностью продолжается отношениями очень быстрыми, очень чувственными, очень, ну, какими-то уважительными, что ли. Вообще здесь сцена венчания же изображена, брака. То есть это не просто романчик, интрижка, правда же? Это клятвы. Это обмен кольцами и сердцами. И по карте влюбленной вы можете встретить вот того самого единственного, предназначенного для вас небом человека. Уж, пожалуйста, не пропустите, не отнеситесь легкомысленно к этой какой-то истории. А если вы уже в браке или просто в отношениях, то карта влюбленные описывает период расцвета ваших отношений. Это момент, когда вы очень хорошо друг друга понимаете или договариваетесь наконец-то пожениться. Да? Это свадьба, это венчание, а может повенчаться. Может, вы женились уже давно, в ЗАГС сходили, а тут вы идете венчаться, потому что поняли, что вам это надо. И карта, безусловно, очень-очень хорошая, многообещающая для любви. То есть это какой-то расцвет новой жизни через любовь, через чувство к другому человеку. Это прекрасно. Но в то же время карта это очень ответственная. Очень ответственная. То есть она описывает какой-то период в отношениях пары, который, с одной стороны, запомнится и сохранится в фотоальбомах, а с другой стороны, это момент, который все определяет. То есть вот как у вас складываются сейчас отношения с этим человеком новым или с тем, кто там вернулся, например, к вам после разлуки. Вот как у вас сложатся отношения, какая будет расстановка сил, какими словами вы друг другу будете вот эти клятвы говорить, вот так оно и будет дальше. То есть карта призывает вас к этому, в общем-то, ну, легкомысленному делу, да, любовь, отнестись предельно по-взрослому и серьезно. Для многих это, кстати, подсказка, вываливаются карты немножко, да. Ссорный мужчина вывалились, да, видите? Ну, покажу вам все-таки. Вот они, император и пятерочка мечей. Ссорный мужчина, мужчина, который ревнует, критикует, придирается и так далее. Интересно, что пятерка мечей выпала и в двух предыдущих вариантах, и в этом не выпала, но вывалилась по собственной инициативе из колоды. То есть я так понимаю, что в это время кризисное, может быть, потому что Марс ретроградный грядет у нас, да, приходит. Все-таки любовь под прицелом, под ударом. Немножко ссорное такое вот время. Ну, это немножко, не совсем про вас, но тоже и про вас. Плавно перетекает карта влюбленной в десятку пентаклей, а это уже дом и семья. Вы знаете, десятка пентаклей вот в классической колоде в какой-нибудь, ну, например, там вот у Райдера Уайта, да, здесь будет семья изображена. То есть брак, свадьба многих ждет и общий дом, совместный дом, совместная какая-то жизнь. То есть мы говорим про любовь, но здесь больше похоже на то, что любовь уже у вас есть. Новое знакомство может случиться. Кстати, если оно будет, вот именно абсолютно новое с нуля знакомство, обратите внимание, как быстро вы должны заговорить или, по крайней мере, начать думать уже про семейные дела, про семейную жизнь. Вот познакомились, вот уже говорите о том, как срочно одну на двоих квартиру снять, ну или купить, если деньги есть, а у вас деньги есть, и покупка дома выпадает. Видите, как у вас все ладненько-то, да, получается. Вот, а любовь в вашем сердце есть, если вы эту карту выбрали, то есть тут может быть продолжение даже любви, продолжение романа, это клятвы, это брак, свадьба,
обещания и объединение бюджетов. Ну что? И вот все это такое замечательное счастье почему-то вас будет очень пугать и тревожить. Ну, карта истерика называется девятка мечей, карта называется напрасные страхи. Когда все так хорошо, я думаю, многие это проходили, то есть когда все так хорошо, и ты не надышишься, и ты уже дуешь на воду, потому что уже это так страшно потерять. Да? Как раз карта спешит к вам с советом, успокоить спешит вас, что все, что напугает вас в любви в это время, обязательно что-то напугает. Вы знаете, мы люди так устроены, мы любим бояться и оплакивать то, что еще не потеряли. Все, что напугает, не сбудется. В общем, не верьте собственным страхам, все идеально и изумительно хорошо. Кому-то, кстати, карта влюбленной советует и замуж позвать. Кого-то надо позвать вам замуж, кого-то себе в пару пригласить. Вот так вот. Далее семья. Хотя мы уже прикоснулись к этой теме, правда? Дом и семья, мы уже говорим про дом и семью, потому что вам выпали такие карты. Это вообще семейное время. Очень благополучное явно для каких-то жилищных, домашних, семейных дел. Но, тем не менее, отдельные 3 карты для дома и семьи. Я вам вытаскиваю. 1, 2, 3. Вот. И карты тоже очень-очень такие вот хорошие. Очень хорошие. Тройка жезлов – это призыв. Знаете, карта лозунг. Есть карты предупреждения, есть карты талоны гарантийные, а есть карта лозунг, призыв. Она говорит: продолжайте. Она вам советует все продолжать. Вот все, что у вас начато уже к сегодняшнему дню, когда вы смотрите это видео, все, что у вас начато в семейных, жилищных, каких-то домашних делах, благополучно продолжится, и вы должны это продолжать. Продолжать ремонт, продолжать строительство дома, продолжать, просто сколачивать какие-то семейные отношения. Это очень бодрая карта. Она говорит, что вы в семейных делах, в домашних, каких-то жилищных делах, может быть, спорах даже, да, вы уже очень многого достигли. А сейчас самое время, чтобы открылось второе дыхание, и вы все это еще и продолжили, еще дальше вложились, еще дальше поработали, например, над семейными отношениями. В общем, такая бодрая, оптимистичная карта. Паш жезлов рядом, та же масть, не менее бодрая и оптимистичная. Она говорит, что дома у вас появляется новая идея или новый человек. Новые идеи, связанные с домом, например. Как улучшить дом или поменять дом, там, не знаю, его перестроить. Вот. А также новый человек приедет, родится. Это может быть известие о рождении ребенка или о возвращении ребенка вашего там, с учебы, например, откуда-нибудь из-за границы. В общем, вместе эти 2 карты описывают вам новости, от которых буквально, вот знаете, замирает дух. И вы прям вот хлопаете в ладоши и до потолка прыгаете. То есть это какая-то спешная, знаете, телеграмма от высших сил. Очень хорошо. И 6 пентаклей тоже здесь хороша. Она немножко нас переключает на денежные бюджетные дела. Многих успокаивает, говорит, что вот не переживайте за деньги, все сойдется. По этой карте находится на каждый ваш запрос финансовый, материальный какой-то, такой практически денежный, на каждый ваш запрос у ангелов находится ответ. Вам дают что-то, высшие силы. Можно сказать, иногда подают. Ладно, мы не гордые, не будем придираться, пусть подают. Да? То есть это 6 пентаклей, это, в общем, приход денежных сумм, достаточных и необходимых вот для того, чтобы вы вот это вот все задуманно продолжили ремонт, там, строительство, переезд, там, вот это и так далее. Карта это очень именно успокаивающая. Она говорит, что даже если покажется, что всего мало, меньше, чем вы ждали, на самом деле
этого будет все равно достаточно для счастья, для того, чтобы у вас вот хватило, ну, всего-всего, здоровья, времени, денег на любые какие-то денежные, семейные дела. Ну что ж, вот такой замечательный прогноз для вас, романтики, дали наши карты. А я желаю вам удачи и спасибо.